Добрый день, друзья! Я вчера была в своем любимом магазине Leroy Merlin. Обзор уже вышел. Привозили новые цветочки. Пока снимали обзор, я обычно прохожу и смотрю, какие орхидеи есть в продаже, остались в продаже. Может быть, что-нибудь оценили. Когда я подходила к тележке с оценками, от нее отходили две покупательницы, уже выбрав для себя несколько оценок. Но разговор, который они вели между собой, я услышала. Они говорили о том, что сейчас мы придем, там есть какие-то корни, быстренько пересадим, орхидея сразу начнет расти. Я не хотела брать оценку, просто хотела посмотреть, что есть в наличии. Но, услышав такой разговор, думаю, а возьму-ка я еще одну оценку в пару вот к этой, для того, чтобы еще раз показать, что можно орхидеи и не пересаживать, даже если это оценка. И увидела вот эту орхидею, вспомнила, что я ее видела, наверное, с месяц назад там. Это была белая орхидея, ничем не примечательная, но представляете, она в магазине находилась месяц. Вот так болтается вся в этом стакане, ну, в горшке. Стакан весь виден. Цветоносы, конечно, засохли, листья отпали. Но что самое удивительное, тургор листья не потеряли. Поливали ее или нет, история об этом умалчивает. Давайте, как всегда, проведем мероприятие, которое я провожу с растениями. То есть протираю листики, убираю сухие чешуйки от старых листиков, отрезаю цветоносы и просто поливаю цветок обыкновенной чистой водой и оставляю его в покое. Посмотрим, какую динамику даст эта орхидея. Сейчас мы проведем все мероприятия с ней. А это наша предыдущая орхидея, которую я тоже покупала оценкой. Корешки растут от шеи с этой стороны. Есть корень от шеи с этой стороны. Пожелтел нижний листик, но желтеет он не от шеи, а равномерно. Пока убирать я его не буду. Посмотрю, когда он сам засохнет, тогда уберу и сниму чешуйку, посмотрю, что там под этим листиком. Появляются растущие корни в горшке. Поливаю по мере того, как просыхает хорошо горшок. Ну, кстати, корешки просохли. Сейчас проведем все мероприятия с этим цветочком. И тогда оба польем. Первым делом отрезаем все цветоносы. Один высох совсем, его не нужно обрабатывать. Один засыхает, тут осталась небольшая его живая часть, можно обрезать. Но этот срез обязательно обработаем перекисью водорода. Листиков она отсушила много, поэтому убираю сухие чешуйки. Сразу будет видно, что там на шее. Может быть, что-то не так, а может быть, все в порядке. Пока этого не видно. По-моему, это последняя у нас чешуйка от листика. Так, это все убрали. Срезаем видимые сухие корни.
вот здесь на цветоносе видно реакцию перекиси водорода. Она шипит и потихоньку обеззараживает эту часть. Сухие корни срезают только те, которые могу достать из горшка. Вот, например, сухой корешочек. О, еще что-то тут. Держатель какой-то попался. Я не полезу туда вовнутрь горшка, просто вот. Я не полезу вовнутрь горшка, но то, что видимое и, возможно, без нарушений каких-то убрать, я убираю. Все. Остальное все оставляю в горшочке. Развожу пол чайной ложечки зеленого мыла на 200 мл воды. И ватным диском протираю листики. Кто смотрит мой канал, знает, что я это делаю всегда. Даже маленькие фласочные листики тоже протру. Насколько фласочный, насколько это возможно. И если осталась вода в точке роста, салфеткой, тем же самым ватным диском я убираю. Орхидея болтается в горшке, но доставать я ее не буду, оставлю в покое. И теперь давайте еще раз покажу, как я поливаю такие растения. Чистая вода, теплая, 28-32 градуса. Набираю в грушу. И поливаю по краю горшка. Вот здесь очень хорошо видно, что торфяной стакан я не задеваю. Поэтому, когда вы мне пишете, а я все-таки пытаюсь достать каким-то образом хотя бы кусочки торфяного стакана, я всегда отвечаю вам, а я не трогаю торфяной стакан. Давайте ближе покажу. Вот я полила по краю горшка, оставила водичку в поддоне, торфяной стакан не задет, а корни минут за 15, ну даже вот видите, сразу зеленеют, потому что попала вода по краю, и минут за 15 выпивается вся водичка, вернее даже не выпивается, а впитывается и в грунт, и впитывается веломеном. А торфяной стакан, он приблизительно вот так находится. Если мы посмотрим, он небольшого такого размера, может сантиметров 5, и он вот так в горшке. Он не задет, он остался сухим. А остальные все корни будут напоены водой. Точно так же поступаю и с этой орхидеей, которая у нас на канале уже недели 2. У нее больше гнилых корней, чем у этой. У этой тоже есть гнилые корни. Вот так по краю горшка, чтобы полить эти корешки. Ой, уже перестаралась, уже много. Теперь у нас будет на канале 2 экспериментальных орхидеи. Для чего
все-таки две, для того, чтобы понять эту динамику. Потому что сделали на одной, получилось. Делаем сейчас на второй, что-то получается. Пусть будет еще третья. Тогда мы точно с вами определим вот эту динамику. Орхидея, растет ли она с гнилыми корнями в старом этом покупном грунте. У одной грунт, вот это, грунт такой слежавшийся, запаха нет от грунта, но такое впечатление, что он здесь был мхом покрыт. Прямо видно. А здесь орхидея вообще как будто выдернута из этого стакана и засыпана по новой. Ну, все может быть в магазине. Вдруг упала, рассыпалась. Они ее вставили и опять засыпали тем грунтом, который остался. Вот и посмотрим, как они будут расти. У этой есть прогресс. Не только первый листик, который я вам показывала, но уже начал расти и второй листик. Опять понаблюдаем и поэкспериментируем. Будем ждать результат. До новых встреч! Увидимся на канале.